корейское кимчи. Я готовлю кимчи по нескольку раз в году и уже делала 2 видео о том, как приготовить кимчи. В этом видео есть некоторые обновления, а также ответы на многие из ваших вопросов, которые вы оставляли в комментариях под предыдущими 2 видео. Итак, нам потребуется 4 больших кочана пекинской капусты, около 9 кг. У нас было 9 кг. Первое, что мы должны сделать, это разрезать кочан капусты напополам, а затем сделать сверху небольшой надрез. Также важно, если имеются грязные части, то нужно немного срезать кочерышку. Это делается для того, чтобы капуста лучше засаливалась и затем ее было удобнее мариновать. Затем нам нужно будет помыть капусту в холодной воде. Обязательно в холодной, а не теплой воде. Стараемся промывать капусту хорошо. Если не бойтесь поломать ее, если некоторые листики отвалятся, то не выбрасывайте их. Их тоже можно использовать и мариновать вместе с основной большой капустой. Просто можно будет их сложить в отдельный контейнер. Итак, теперь нам нужно будет приготовить соленую воду для замачивания капусты. Берем соль крупную, не мелкую. Нам потребуется с вами 1 кг на то количество, которое у нас есть. И заливаем ее горячей водой. Для чего? Для того, чтобы соль лучше растворилась. В холодной воде придется гораздо дольше растворять соль. Кстати, если у вас под боком есть море, то в Корее люди, которые живут у моря, иногда замачивают капусту прямо там, складывая ее в какой-нибудь мешок, привязывая ее к буйку, чтобы она не уплыла, и засаливают прямо в морской соленой воде. Итак, делаем с вами теплую воду. Мы должны будем смешать холодную воду с той соленой водой, которую мы уже сделаем. Затем нам нужно будет посолить каждую капусту между листьями. Для этого нам потребуется еще некоторое количество соли, которое не входит в 1 килограмм, который указан прежде. Итак, мы получили с вами теплую воду и продолжаем засаливать не таким образом капусту. Мы должны будем залить воду после того, как просолим всю капусту и между листьями тоже вот таким вот образом на уровень, так чтобы она покрывала всю капусту. Для этого мы плотно друг к другу уложим кочаны в тот контейнер, который мы используем, или тазик, или так далее. И плотно ее сложив, мы прижмем капусту прессом. Пресс может быть совершенно абсолютно любой, хоть к чистый камень. И зимой мы держим при холодной погоде капусту в соленой воде 24 часа. Если же у нас лето или теплая погода, или теплое помещение, то держим капусту в соленой воде с вами всего лишь 12 часов. Но дело даже не во времени, а чтобы капуста достигла вот такого вот состояния. Как только она начнет вот так вот хорошо сгибаться, не ломаясь, значит она достигла того состояния, которого должна была достигнуть. И тогда мы с вами достаем капусту из воды и промываем ее в холодной воде 1 или 2 раза, чтобы смыть с нее излишки соли. Так мы промываем с вами каждый из кочанов. Делаем это просто, не бойтесь, так же, как мы, допустим, полоскаем белье. Опять же говорю, если листики отвалятся, то их тоже употребляем. Затем положите капусту под наклоном. Это нужно для того, чтобы вода отекла. Я сделала это так. Я взяла контейнер, в котором прежде ее замачивала, крышку поставила под наклоном и на нее вот так вот одну на другую сложила имеющуюся капусту. Все отвалившиеся листики я просто положила отекать на пластмассовое сито. Далее 7 головок чеснока, 1 средняя луковица, 2 сладкие груши и 1 корень имбиря среднего размера. Это все те самые ингредиенты, которые нужно будет перемолоть. Кстати, грушу я использую впервые. Это обновление, которое я взяла у одного из самых знаменитых шеф-поваров Кореи. Сегодня добавляю грушу. Теперь 1 большой дайкон редис или несколько красных среднего размера редиса. Главное, чтобы оно соответствовало количеству дайкон редиса. Так что не бойтесь, использовать обычную красную редиску, тоже пойдет. И нарезаем дайкон редис кружками, чтобы потом нарезать соломкой. Если же у вас есть слайсер,
то можете таким образом не заморачиваться, как это делаю я, а сразу просто тонко нарезать на слайсере. Смысл в том, что пол имеющегося дайкона редиса или красного редиса мы с вами нарезаем мелкой соломкой. А вторую половину мы нарезаем таким образом, крупными кусками, достаточно крупными. Это я тоже взяла у того же самого известного корейского повара, у которого есть сеть ресторанов в Корее, его зовут Пэк Чон Вон. И таким образом мы получим с вами не только хорошо замаринованный кимчи, но и вот такую вот вкусную редиску в дополнение. Затем половину средней моркови мы нарезаем тоже мелкой соломкой или пользуемся слайсером. Морковку можно и пропустить. Морковка не обязательно, она, в принципе, больше, наверное, для цвета, чем для вкуса. Кстати, вариаций приготовления кимчи столько же, сколько, я не знаю, в общем, у каждой хозяйки свой рецепт. Итак, далее 4 пучка, стандартных пучка зеленого лука. Мы должны с ними что сделать? Если основание лука, вот эта белая часть стручка достаточно толстая, мы ее надрезаем напополам. И затем нарезаем зеленый лук кусками 3-4 сантиметра. Не надо прямо точно нарезать, можно и 2 сантиметра нарезать, просто приблизительно где-то так. Вот все овощи, которые нужно было нарезать. Теперь делаем базу для маринада. Используем совершенно абсолютно обычную муку. Да, вы не ослышались, муку. Но если у вас есть рисовая мука, то можете и рисовую муку использовать. На наше количество капусты нам нужна 1 чайная кружка. Мы засыпаем ее в какую-нибудь кастрюлю, в которой мы будем ее варить, и добавляем воду. Вода нам потребуется 3 чайные кружки. И на медленном огне мы с вами это варим, все время помешивая, и обязательно разбиваем все комочки. До кипения эту смесь доводить не надо. Она будет похожа на кисель. Кстати, этим даже можно клеить обои. Действительно, не удивляйтесь, корейские домохозяйки используют точно такую же смесь. Или, если вы не хотите муку, то можно взять вчерашний вываренный рис, вчерашний отваренный рис и выварить его до такой же консистенции. А консистенция у нас с вами должна быть как, чем-то похоже на блинное тесто, на жидкую сгущенку, или на кисель, в конце концов. И сейчас мое ноу-хау, чисто мое такое изобретение по месту жительства, я добавляю боржом. Что это нам дает? Мы добавляем его 250 мл для начала. И это нам дает то, что позволяет моментально остудить приготовленную нами базу для маринада. Если же вы не хотите добавлять боржом, то вам придется остужать ее естественным путем, то есть просто ждать, когда она остынет. Если добавили боржом, то можно прямо сразу начинать делать маринад. А потом боржом еще, как было мной замечено, даже способствует быстрой ферментации в процессе маринования кимчи. Это уже выбирать вам. Далее мы должны будем с вами засыпать 250 грамм красного молотого перца, уже в подготовленную базу для маринада. Обратите внимание, чтобы перец был красным, а не оранжевого оттенка. И плюс, если вы используете корейский перец кучкару, который используют для приготовления кимчи, то тогда он менее острый, чем обычно наш европейский перец, и его нужно класть побольше. И мы разводим перец в имеющейся базе, прежде подготовленной, и даем ему настояться в течение 20 минут. Затем можно добавлять все остальные подготовленные ингредиенты. Прежде перемолотый чеснок, затем другой подготовленный ингредиент – это перемолотый имбирь. Затем далее перемолотый лук. Кстати, лук некоторые кореянки кладут в кимчи, а некоторые не кладут, так что можно лук и пропустить. Затем добавляем грушу, молотую грушу. Это новый ингредиент, который я раньше не добавляла. И пользуюсь советом того самого шеф-повара. Все это мы с вами перемешиваем.
Кстати, тот шеф-повар сказал, что если вы живете где-то в такой точке мира, где ничего нельзя достать, то можно использовать вообще только соль, красный перец и чеснок для образования маринада кимчи. Далее сахар 1 чайная кружка. И затем рыбный соус, который вы меня все время спрашиваете, можно ли его чем-то заменить. Его, к сожалению, ничем заменить нельзя. Этот ингредиент и рыбный соус мы добавляем в объеме 1,5 чайной кружки. И все это хорошо перемешиваем. Кстати, еще одно дополнение, которое я узнала к рецепту кимчи. Оказывается, в маринад кимчи можно класть даже свежие устрицы и свежие нарезанные ноги осьминогов. И вообще, в общем, какого только маринада для кимчи не бывает. Так что, если у вас это есть, то и это туда можно положить. Далее, зеленый лук. Прежде нарезанный мы с вами закладываем. И затем морковь. Как я говорила, морковь кладется больше для цвета, чем для вкуса, и это можно пропустить. Теперь прежде нарезанный дайкон редис. Гораздо удобнее прежде заложить соломку и начать ее перемешивать, но все зависит от того, насколько большая форма, в которой вы размещаете маринад, либо вы закладываете порционно, либо вы все сразу закладываете, и затем уже в конце положить крупно нарезанный редис. Если не хотите крупно нарезанный редис, то тогда можно все просто превратить в соломку, все количество редиса. И все это перемешиваем, никакие с вами остатки не теряем, с ложечки все тоже снимаем и все хорошо перемешиваем до однородной массы. И можно приступать к маринованию, собственно говоря, кимчи. Мы берем уже отекшую капусту, качан за качаном, и начинаем наносить на нее маринад. Вот, кстати, открою такой секрет. Чем жиже получается масса вот этой маринада, тем легче ее контролировать. То есть тогда ее можно не слишком стараться экономить, и тем легче она распространяется. Ну и, конечно же, она не должна быть как вода. Вот, чем, собственно говоря, и хорош боржом, он немного еще и разжижает весь этот маринад. Как вы видите, я промазываю каждый лист капусты как сверху, так затем и с обратной его стороны. И затем между ними я закладываю овощную массу, которая остается после распространения маринада, там, где соединение листов у капусты, в эту часть. Некоторые кореянки, они не промазывают с двух сторон, как правило, не промазывают, а промазывают листик только с одной стороны. Но это скорее больше нужно для экономии маринада, для того, чтобы его на все хватило. Но я, как правило, делаю такое количество, чтобы мне хватило промазать сразу с двух сторон, потому что я люблю сочный, насыщенный вкус кимчи. Так что можно как с одной стороны промазать листик, так и с двух сторон. Я вам по вашей просьбе показываю вот прям целиком, как мазать качан от начала до конца, чтобы вот не возникало каких-то вопросов и затруднений. Вот. И промазываю таким вот образом качан. В конце качана встретятся совсем маленькие, туго друг к другу расположенные листики. Их мы тоже очень хорошо промазываем. Вот, все время собирая остатки массы, которые у нас образуются вокруг. Подготовьтесь к тому, что вокруг может быть достаточно грязно, так что наденьте фартук, обязательно наденьте перчатки, ни в коем случае не делайте это без перчаток, потому что руки от перца будет жечь, и может быть в первый раз, когда вы будете готовить, вы будете даже плакать, и вам, может быть, даже будет жечь от этого глаза, от красного перца. Затем мы должны капусту сложить вот таким вот образом, поджав края листьев под себя, чтобы она сама на себя давила прессом, когда будет лежать в контейнере. И все укладываем в контейнер, складываем их плотно друг на друга. И мы, уложив их в контейнер, держим в холодильнике 1-2 дня при холодной погоде и держим в холодильнике 1-5 часов, если в помещении тепло. Затем мы храним в холодильнике, не в морозильнике ни в коем случае. И где-то через неделю, через 10 дней можно начинать его есть. Срок хранения кимчи определяется кислостью вкуса кимчи. Когда он станет настолько кислым, что его невозможно есть, ну тогда из него можно будет только кимчи-чиге варить, а не подавать как закуску.
И не забудьте поставить нам лайки, подписаться и оставить ваши комментарии по поводу кимчи.